Так, и при замене колеса есть некоторые соображения, мифы, заблуждения по поводу того, как на автоматической коробке передач выставлять селектор при замене колеса. В этом вопросе обратимся к инструкции. Здесь ничего не сказано про то, что надо останавливать на нейтрале, там ставить ручник или не ставить, поэтому на этот счет не заморачиваемся. Оставляем селектор в положении паркинг и электронный механический ручник затянут. Приступаем к замене колеса. Так, в Шкоде Karoq у нас запасное колесо докатка и есть необходимый инструмент для замены. Это домкрат и ключ. Вынимаем колесо и готовимся к замене. Сперва вот этот рычаг для домкрата может вызвать недоумение, но потом понимаешь, как им надо пользоваться. То есть если его установить правильно, то потом получается, что держим за вот эту втулку и вот так вот вращаем. И тогда получается вполне удобно. Тогда мы вот так вот его вращаем, домкрат поднимается. По поводу мест, куда его устанавливать. На Octavia были треугольнички, которые указывают на место установки домкрата. Здесь я таких отметок не нашел. Так вот, по логике можно сказать, что вот это вот некоторое утолщение тут оно чувствуется, что домкрат надо устанавливать вот под это утолщение. Это получается на где-то сантиметров 30 от колесной арки. И такое же утолщение есть, где переднее колесо. Может показаться, что в комплекте идут нестандартные болты, потому что рожковый ключ не одевается на них, на шляпку. На самом деле это заглушки, и в багажнике возле запасного колеса лежит вот такое приспособление, которое как раз служит для снятия этих колпачков. Так, и вытягиваем. Оп. И вот у нас болт. Снимаем все колпачки. Головка ключа, то есть головка болтов на 17. Вот стандартный ключ рожковый. Но еще был когда-то куплен давно такой телескопический ключ с длинным плечом, так как однажды после шиномонтажа не смог открутить болты с родным ключом, который идет в комплекте. Поэтому применяю его только при откручивании, закручиваю всегда комплектным ключом. Итак, начинаю откручивать на еще не поднятом автомобиле. Пытаюсь. Оп, пошел. Давайте делать перекрестно. Пошел. Так. Пошел. Идет. Пошел. Пошел. Так.
Теперь поднимаем домкратом и откручиваем окончательно. Так, поднимаем автомобиль. Да, перед тем как поднять автомобиль, устанавливаем какие-нибудь подручные средства под противоположное по диагонали колесо. Например, вот такие вот чурбачки. Так, продолжаем подъем. Так, со звуком заднее колесо отрывается. Итак, колесо у нас оторвалось от пола. Домкрат у нас вот в таком состоянии. И ключом откручиваем окончательно болты. Так, итак, колесо у нас откручено. Ступицы колеса, тормозные суппорты, балка задней подвески. Вот она. Так, вот снятое колесо. Отверстия сферические под болты. Так, вот у нас, собственно, сами болты. Так, произведем замеры. Значит, 17-я головка болта. Так, резьба у нас резьба у нас 13-я. Резьба 13-я. Так, длина резьбы у нас 27 считается. Так, общая длина, ну если такое вообще нужно, вот такая у нас. Итак, еще раз. Двадцать семь, 13, головка 17. Такой болт со сферической вот такой болт. Сейчас попробуем на место вместо основного колеса установить докатку. Так, установил докатку. Перекрестно их затянул, пока еще на поднятом автомобиле. Вот. Окончательно буду затягивать уже на опущенном автомобиле, уже чуть-чуть с помощью ноги. Так, ну, колесо шатается, установлено нормально. Так, опускаем автомобиль. Докатка установлена. Автомобиль снят с домкрата. И обычно я ногой вот так вот дотягиваю. Тут без фанатизма. Надо так немножко чувствовать, запоминать, какие болты затягиваешь. Так, теперь вот этот. Этот. И вот этот остался. Ну, можно еще будет ради успокоения
рукой пройтись, проверить, что все затянуто и колесо вас не подведет. У нас вот такой вот отсек и вот такое вот колесо. И сейчас попробуем его туда уложить. И оно туда не очень-то и влазит. Вот так вот у нас получилось. Не буду я пока красиво все это укладывать. В общем, смотрится все это вот как-то так. Сейчас закрываем багажник и едем испытывать. Итак, согласно информации на лючке бензобака, у нас давление в колесе докатки должно составлять 4,2 атмосферы. Сейчас мы это дело проверим. Есть электрический насос, но обычно предпочитаю проверять ножным с манометром. До 4,2. 4,2. Отсоединяем.